Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы поговорим о кроссе. Это очень интересный, коварный, красивый, классный удар. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Вот кросс, наверное, это один из самых простых, вообще элементарных ударов. То есть его простота, она скрыта вот в этом всем коварстве. Потому что настолько хитрый удар, настолько он невидимый, и столько людей от него пострадало, это просто ураган. Чем уникален вот этот вот удар? После этого удара все встречные удары становятся понятны. И на определение кросса уходит очень много времени. Не просто так. Потому что есть определенные понятия, когда его и как бить. То есть это удар уже, который вы готовите. То есть 100% он разит, 100%. То есть если какой-то удар может там слететь, может там не долететь и так далее, ну кросс он всегда втыкается. Даже вот вы сейчас при отработках будете его пробовать, но я говорю, каждому прилетит, но по пару-тройку раз. Поэтому крайне осторожно относитесь. И первое, что вам надо делать, это очень медленно начинать движение, чтобы движение это вами уже читалось. Еще раз говорю, тема контрударов начинается после разборов всех защит. Все защиты вы должны знать, как вы защищаетесь. И уже между этим вы выглядываете и смотрите ошибки соперника. И удар кросс, он делается как раз на ошибки соперника. То есть это невидимый удар. Это такой удар, которого ты никогда не дождешься. Первый момент. Кросс бьется в 3 вариантах. Первый вариант кросса, когда вы бьете. Вот говорю, соперник чуть-чуть только зазевается, да, и он левую руку просто убирает от головы. То есть боксер это может прочитать как начало удара. Правильно? Вот чуть-чуть, только чуть-чуть ручка вышла, и он тут же прилетает. Кросс – это удар навстречу. Вот, например, чтобы вам понятно было, да, существует в боксе там основных 6 блоков, ну, которые касаются защитных действий и атакующих действий. Один из блоков – это сайдстепы, которые в первую очередь разучивают, только для того, чтобы приучить человека уходить на сторону и бить. Потому что как только вы понимаете, что такое сайдстеп, вы понимаете, что такое передвижение и удар одновременно. Вы идете первым движением при сайдстепе назад и в сторону. Делается шаг назад и в сторону. То есть это опять-таки же набор определенной дистанции. У кросса наоборот. Вы делаете шаг навстречу к сопернику. Ну, он может быть и не шагом, может быть просто достаточно будет выпада, который, делается. Второй момент. То, что дает кросс, то, что он открывает, это ваша наблюдательность. То есть при первом случае, да, когда вот я говорил, только чуть-чуть у меня ручка вышла, только чуть-чуть, уже залетает. И залетает по такой дуге. Чуть-чуть я ее только отвожу, он уже залетает. Второй вариант кросса – это классическая модель. То есть вот так вот, везде в Союзе учили. То есть это как раз тогда, веди движение, когда вы сваливаетесь на сторону, и у вас удар находится где-то примерно на ухе, но рука еще не выпрямилась, чтобы оставалась вот эта вот дуга. Если вы будете бить через прямую руку, вы никогда не ударите. Должна быть кривизна, вы вот эту кривизну и ловитесь. Поэтому вот внимание ваше в разы должно быть, как оперативнее, что ли. Чуть-чуть только раз, кривизна осталась, и вот здесь вы уже сваливаетесь вперед. Теперь смотрите. Вот сам по себе удар выходит прямо и идет прямо. Это никакой не боковой удар. Боковой, кому кажется, что это боковой удар, только из-за того, что когда вы начинаете сваливаться, да,
у вас поднимается локоть вверх. То есть, если смотреть, то он будет вот так идти. Но как только я начинаю заваливаться, у меня и рука поднимается вверх. Вот оно первое движение, которое вас сбивает с толку. Не кривите рукой, потому что это прямой удар, по сути. У него есть определенные виды изменения в конце. Он закручивается. Вот у меня тренер говорил, такой змеиный удар. У него такая змеиная как бы часть, но оно так и есть. Потому что закручивается он, вытащи руку, закручивается он в районе плеча. И закручивается, сваливается вот сюда он по плечу. То есть он как продолжается. Если в этот момент соперник не защищается, то у него как раз куда приходит удар? В челюсть. Прям четко ложится. Если вдруг защищается, подними плечо сейчас. И ручку сложи как в подставу. Вот ты защитился красиво. Еще раз, чуть-чуть локоток согни, чуть-чуть. Вот здесь он будет ловиться. То есть прижми подбородок к челюсти. То есть в этом случае он идет в висок, или там за ухо. Там уже в бою как ляжет. Вот видите нюансы, да? То есть как бы ты ни защищался, ты все равно в голову получишь. Поэтому спасения, еще раз говорю, от этого удара нету. Чтобы вы на него не нарвались, и представляете, какого качества у вас должны быть джебы. Вообще нечитаемые джебы. Вообще. Чтобы даже варианта не было. Но на самом деле он и на быстром джебе ловится. Здесь все зависит просто уже от мастерства боксера. Еще раз говорю, первый момент. Как вы сейчас будете делать? Чтобы уже прийти вот к этому режиму, надо, ритм бойца надо поймать. Поэтому первые два удара вы блокируете разными защитами. Можете, например, подставой, уклоном, и потом вот здесь уже вы его ловите. Еще раз говорю, момент очень важный. Вы должны заметить вот это вот окошечко. То есть вот так, Ром, вот посмотри на меня. Вот так все защищено. Все защищено. Единственный момент, когда я начинаю открываться, я начинаю бить. Все, уже можно бить кросс. Это первый вариант. Завинти его. Прям где плечо винти. Во, хорошо. Вот, теперь второй вариант. Я начинаю бить. Заходишь, молодец. Вот здесь. Вот, чуть-чуть. Смотрите, еще один момент, парни. Чтобы вот таких вот углов у вас острых не было. Вытащи руку. То есть у вас рука, вот еще раз говорю, как змея обвивает руку. То есть почему и такой змеиный удар? Змеевидная форма у него такая. То есть он проходит как раз вот сюда, сваливается сюда. Теперь нашагивание. Вы навстречу двигаетесь. Вот он этот момент. Вот он. Если вы будете задирать локоть, скорее всего, у вас не получится той чистоты удара. Потому что, еще раз говорю, прямо и вперед вы его толкаете. Теперь третий вариант кросса. Третий вариант кросса может случиться так. Вы не успели поймать его на движении, и уже удар прошел сюда. Теперь он начинает убирать руку, и вы его догоняете. И еще раз. Раз, и с таким опозданием догнали. Раз, и с опозданием догнали. Три варианта, которые вам сейчас надо отработать. И еще одна маленькая деталь. Движение у бьющего идет тоже вперед. То есть не надо на месте вот так вот руку кидать. Вы увлекаетесь, начинаете джебом работать. Раз, 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 раз. И в какой-то неожиданный момент прилетает удар. На всякий случай, парни, держите ручку здесь. На самом деле, вот когда вот начинается вся вот это вот, объяснение, то есть мне мой тренер говорил, руку не держи, только для того, чтобы прочувствовать, куда он идет и как он ложится. Чтобы, если что, в нужное время, то есть, голову убирать, если вдруг уже неизбежно это. Как-то все равно из этого надо выходить, потому что защититься все равно можно. Итак, по парам, пожалуйста, встаньте.
Первые два удара у вас холостые, вы берете разными защитами. Третий удар вы накрываете. Поехали! Вот движение, видишь, вот здесь. Вот она сваливается. Вот здесь и есть вот эта вот дуга. Вот она вкручивается. Сейчас смотри. Вот, 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 молодец. Вот. Так, чтобы у тебя, вот, ну, немножко голову, да, так не надо, да, не надо. Еще разок. Вот веду, молодец, обвела. Движение вперед теперь дай, шагом. Шагом прям. И ближе ко мне. Ближе. Вот смотри, окошко. Вот я начинаю окошко давать. Вот ближе ты ко мне должна быть. Да, прям подшагиваешь. Во, это средняя дистанция. Вот я вывожу его. Вот. Во, ближе. Ближе. Сваливай, сваливай. Прям вали. Во, молодец. Во, теперь вот эту сюда подведи, да, чтобы она у тебя не была. И раз. 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 Теперь сейчас с разными защитами, потому что движение уже начало получаться. Хорошо? Сейчас отбила. Отбила. Уклонилась. И кросс. Отбила. Уклонилась. Кросс. Отбила. Уклонилась. Кросс. Молодец. Больше, глубже его туда. Нет, тоже. Можно так, да, но у него, видишь, уже прямая рука. Ты как раз ему в прямую руку бьешь. Как он только начнет ее гнуть. Вот сейчас хорошо. Нет, 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 нет. Ну да, после, да, поехали. Говорю, парни, все очень просто. Это очень простой удар. Надо просто его отточить, отработать. Не задирай локоть, не задирай. Вот ты когда сюда свалился, даже если ты не успел, сюда в отклон уйди, вот в эту сторону. Вот. Даже если ты не успел, вот я удар просвистел, вот он. Вот теперь я начинаю убирать, и вот только отсюда ты догоняешь. У тебя времени нет, понимаешь? Да, он, ну, вот самая уникальная часть, да, то, что ты распознаешь движение, и за доли секунд ты впереди соперника. Понимаешь? Вот в чем нюанс. Он начинает руку тянуть, ты начинаешь догонять. Если ты в первом случае, ну, грубо говоря, не успел там. Раз и догнал. Раз, догнал. Раз, догнал. Чтобы два движения не делать, ты одно движение сделал, достаточно. Все остальное у тебя может сделать рука. Ты с рукой просто добьешь его. Нет, нет. Он не повел. Затягиваешь. Не, а он и не должен вести руку. Там в чем нюанс? Нюанс в том, что ты как бы вот, еще раз. Вот смотри, вот у него окно, видишь, открылось. Вот ты в это окно только можешь бить. Как только у него линия идет к выпрямлению, даже если у него будет вот такая вот рука, ты еще можешь засунуть. Но как только сюда поведешь, локоток вверх подними, выверни. Все, я уже не могу. Не могу, у меня просто рука не пойдет. Поэтому ты ждешь как бы вот этого вот окошечка. Окошечко ждешь. Видишь, как она влетает? Вот окошечко тебе нужно. Прием классика, значит. Да. Раз. Раз, быстро. Раз. 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 Видишь, он сам налетает. Я даже руку не ставлю, он сам прям вколачивается. Вот, сейчас правильно. Вот, только смотри, Максимка, не пришпарь его. Руки тяжелые. Вот уже и постепенно вы притачиваете. Это одна из самых надежных схем. Потому что если вы сразу будете только этот кросс делать, ну, вы просто забудете про него, вот и все. Вот смотрите, уникальность кросса еще в чем? В том, что кросс открывает дорогу для целой комбинации. Смотрите, как один удар может открыть целую комбинацию. То есть по этому же принципу вы все остальные будете контрудары проводить. То есть задача контрудара соперника где-то может быть ослепить, где-то может остановить, где-то может его, чуть-чуть его подрубить, чтобы у него пошла вот эта вот игрога. И у вас тут же должна включаться серия ударов, либо комбинация ударов. Вот смотрите, как после кросса легко выходить на комбинацию. Раз,
рука у него уже заряжена. Заряжена куда? Ударом снизу, либо в солнышко, либо в печень. И вот теперь смотрите, как сейчас это все будет выстраиваться. Раз, второй, два, третий можешь с этой стороны вести. Еще разок. Раз, два, три. Ну, это как бы совсем схематично. И раз, два, три. Сейчас попробуй побыстрее. Делаешь, смотри. После вот этого удара снизу, сбоку, сбоку. Идеальная комбинация. Готов? Раз, два. Ну, вот эту руку там вытаскивай. Она ударила, все, она уже другую работу будет делать. И раз, два, три, четыре. Молодец. Три. Давай, три. Готов? Раз, два, три. Больше раскидывай тело. Готов? И раз, два, три. Ну, как вариант. Примерно поняли, что надо делать? Давайте, вы можете взять сразу 3 удара. После кросса добавляете еще троечку. Сейчас пока медленно, спокойно выставляйте ее, чтобы вы поняли, как и куда надо вести руки. Как их надо втыкать в тело или в голову. Приготовились? Хорошо, Рома, молодец. О, видишь, и ручки сами начали втыкаться. Ты можешь ее как бы и в корпус дальше вести. Голова, корпус, корпус. Голова, корпус, корпус. Хорошо, смотри. Вот ты один в голову ударил, второй ударил в голову, третий бьешь в корпус. Ну, неплохо. Дырочку ищи. Хорошо. Хорошо, поменяйтесь. Хорошо, Артур. Кросс – это обалденный удар. Парни, изучайте его. Он откроет вам целое поле. Если вы поймете один принцип, вместе с этим принципом придет еще 10 навыков, которые вам легче будет просто развивать в других контрударах. На следующий раз мы покажем все встречные удары, какие есть в боксе. Но начинать надо с кросса. Поэтому смотрите, не теряйте нас из виду. До новых встреч!